В нескольких шагах от старого города находится место с удивительной историей. Мы заглянем вовнутрь исторического комплекса Нотр-Дам. Сегодня он находится под управлением Ватикана и остается важным местом для паломников и путешественников со всего мира. Нотр-Дам – это не только исторический комплекс, но и действующая гостиница. Именно здесь мы решили остановиться на несколько дней. Просторный холл встречает гостей каменными сводами, теплым освещением и особой атмосферой спокойствия. После шумных улиц Иерусалима здесь хочется ненадолго остановиться и просто оглядеться по сторонам. Именно отсюда начинается знакомство с Нотр-Дамом, который уже больше века хранит свою историю. Ну что, давайте покажу наш номер. Честно говоря, когда мы бронировали гостиницу, я совсем не ожидала увидеть такое. Посмотрите, какие здесь своды. Сразу понимаешь, что это не обычный гостиничный номер. Все вокруг напоминает о том, что здание было построено больше 100 лет назад. А вот это окно с мозаикой меня просто покорило. Какая красота вокруг! И вот еще одна интересная деталь. Сначала я подумала, что это просто красивый комод, а потом открыла его. И оказывается, это настоящий старинный письменный стол. Мне кажется, что такие вещи сами по себе создают особую атмосферу. А вид из окна вообще отдельная история. Все же какая красота вокруг. Здесь хочется не просто переночевать, а рассматривать каждую деталь. Мозаику вокруг окна, старинную мебель, каменные своды. Именно за такие моменты я люблю исторические гостиницы. Но интересные открытия на этом не заканчиваются. Честно говоря, я не ожидала увидеть внутри гостиницы собственную часовню. Здесь царит совсем другая атмосфера, тихая, спокойная и располагающая к размышлениям. Трудно поверить, что всего в нескольких минутах отсюда шумят улицы современного Иерусалима. Но и это еще не все. Нам удалось посетить зал Пятидесятницы. Попасть сюда можно только по предварительной записи, поэтому увидеть его удается далеко не каждому гостю комплекса. Панорамная картина, написанная маслом на холсте, разворачивается на стенах и потолке, перенося нас в Иерусалим во времена Пятидесятницы. Действие происходит во время Шавуота, через 50 дней после Пасхи, когда Святой Дух сошел на собравшихся в городе учеников. В композиции изображено 119 фигур, включая Деву Марию, апостолов и многих последователей Иисуса. Выражения лиц и свет передают силу момента, когда огненные языки нисходят на учеников. Этот момент перекликается с Ветхим Заветом, когда Бог явил себя через огонь на горе Синай, и закон был написан на камне. Даже человеку, далекому от религиозной истории, это место запоминается своей особой атмосферой. Именно такие уголки позволяют увидеть Нотр-Дам не только как гостиницу, но и как место с богатой духовной историей. Но самое впечатляющее место в Нотр-Даме ждет нас впереди. Поднимемся на крышу комплекса. Именно здесь находится одна из лучших обзорных площадок Иерусалима.
Отсюда открывается панорамный вид на город практически на 360 градусов. Всего несколько минут назад мы рассматривали старинные интерьеры и тихие уголки Нотр-Дама. А теперь перед нами весь Иерусалим. Со смотровой площадки хорошо видны стены старого города, храмы, современные районы и многочисленные холмы, окружающие город. Именно отсюда особенно хорошо понимаешь, насколько удивительным и многогранным является Иерусалим. Честно говоря, ради одного этого вида сюда уже стоит подняться. Нотр-Дам оказался для нас не просто гостиницей, а настоящим открытием. Здесь удивительным образом сочетается история, архитектура, духовное наследие и один из самых красивых видов на Иерусалим. Именно такие места делают путешествие по-настоящему запоминающимся. И если однажды вы окажетесь рядом со старым городом, возможно, вам тоже захочется заглянуть за эти стены и открыть для себя еще одну страницу истории Иерусалима.